Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сегодня поговорить об акваспреях. Акваспрей – это краска на водной основе, по своим свойствам напоминающая жидкую акварель. Акваспреи предназначены для декоративно-прикладных работ, например, в таких техниках, как скраббукинг, декупаж и микс-медиа. Спрей можно распылять при помощи колпачка-пульверизатора или наносить при помощи обычной кисти. Спреи бывают матовые, перламутровые, металлики, с шиммером и без. Для цветов чаще всего используют матовые. Акваспрей прекрасно ложится на бумагу, картон, дерево, ткань и любую предварительно загрунтованную поверхность. Производители предлагают множество цветов этой краски и придумывают очень красивые названия для них. Вот, к примеру, небольшая моя палитра зеленых цветов. Еловый лес, зеленый лист, лесная зелень, мята, зеленый светлый, лесная чаща. Для получения новых оттенков цвета можно смешивать между собой или разбавлять водой. Посмотрим, какие оттенки можно получить при смешивании зеленого и коричневого цветов. Здесь у меня уже смешаны зеленый и коричневый цвета. Добавляю в емкость немного зеленого акваспрея при помощи пипетки. Вот так выглядит цвет на бумаге. Добавляю еще зеленого цвета. В результате получается более насыщенный оттенок. Теперь добавляю коричневый цвет. Вот такой получился новый оттенок. Добавляю немного воды. Хорошо размешиваю и получаю менее насыщенный цвет. Вот так изменяются оттенки при смешивании разных цветов или добавлении воды. Теперь рассмотрим часть моей розовой палитры. Клубничный джем, розовый, английская роза, винтажная роза, гранатовый сок, розовый рассвет, розовый теплый, ягодный морс. Беру 4 оттенка и смешиваю их в одной емкости в разных пропорциях. Ну и палитра желтых оттенков. Абрикосовый джем, лимон Мейера, шалфей, солнечное утро и металлик солнечный луч. В акваспреях с эффектом металлик присутствуют мелкие частицы, которые со временем оседают на дно. Если в работе мне не нужен эффект металлика, я просто не взбалтываю спрей, а использую краску сверху. Я смешала все оттенки желтого в одну емкость. При нанесении акваспреев на заготовку большое значение имеет кисть. Мне понравились кисти из наборов IKEA. Сегодня я покажу технику окрашивания заготовок из разных материалов на стеклянной поверхности. Сначала беру акварельную бумагу плотностью 200 грамм на квадратный метр. Окунаю заготовки в воду и выкладываю на стекло, оставляя минут на 5, чтобы заготовки хорошо увлажнились.
Сначала на заготовку наношу основной цвет. Промываю кисть водой и промакиваю ее салфеткой. Подсушенной кистью растягиваю цвет на неокрашенные участки. Теперь добавляю другой цвет. Снова промываю кисть, подсушиваю салфеткой и похлопывающими движениями размываю границы цвета. При этом кисть может забрать часть краски и сделать цвет менее насыщенным. Вернуть насыщенность можно, снова добавив нужной краски. Цвета должны наноситься последовательно. То есть перед тем, как наносить следующий цвет, необходимо полностью закончить работу с текущим цветом. Добавляю следующий цвет. Вот так выглядят полностью окрашенные заготовки. Четких границ краски нет, цвета нежные, переходы естественные и натуральные. Теперь буду окрашивать ткань. Увлажняю заготовки водой и выкладываю на стекло. Легко промакивая салфеткой, убираю излишки воды и прижимаю заготовки к стеклу так, чтобы не было пузырей воздуха между заготовкой и стеклом. Порядок и способ окрашивания ткани такой же, как и заготовок из бумаги. Результат окраски заготовок будет отличаться в зависимости от предварительной обработки ткани. Здесь у меня ткань Run Force, предварительно обработанная поливиниловым спиртом.
Для окраски ткани акваспреи подходят великолепно. Акваспреи подходят не для всех типов материалов. Например, посмотрим фоамиран. Одну заготовку буду красить сухой, а вторую увлажненной. Технику окраски соблюдаю, но результат не оправдал усилий. Следующий материал – калька. Увлажняю заготовки и выкладываю их на стекло. При намокании калька скручивается. Убираю излишки воды салфеткой и стараюсь прижать кальку к стеклу, чтобы убрать пузырьки воздуха. Способ окраски здесь аналогичный. Для окрашивания я взяла кальку плотностью 100 грамм на квадратный метр. Это минимальная плотность кальки, подходящая для изготовления цветов. Калька меньше плотности будет расползаться и рваться. Результат получился достойный. Чуть подсохшую, но влажную бумагу обрабатываю при помощи пинцета. Есть и другие способы окраски акваспреями. Некоторые из них уже есть в других видео на моем канале.
Что получилось в итоге? Акваспрей идеально подходит для окрашивания бумаги, ткани и кальки и не подходит для фоамирана. Заготовки из ткани и кальки я высушила и после этого увлажняла их для последующей обработки. Также можно поступить и с бумагой. Цветы с использованием акваспреев получаются нежными, воздушными, натуральными, живыми. Все акваспреи, которые я пробовала, показали себя хорошо. Никаких серьезных минусов я не заметила. Смело покупайте и используйте их в своих работах. В следующем видео поговорим об окрашивании штемпельными подушечками. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!